Доброго времени суток, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я очень рада новой встрече с вами. Хочу поблагодарить вас за все комментарии, за лайки, за подписку. Я очень рада, я очень благодарна вам. И сегодня я буду печь торт. Торт — это обязательное сладкое блюдо на нашем столе. Сегодня мы будем печь торт королевский. Я так думаю, что он у меня лучше всего получается, поэтому, его и любит внук. Поэтому я сегодня буду печь королевский торт, который, несомненно, украсит ваш праздничный стол. Для коржей нам понадобится 400 грамм муки, 400 грамм сахара, 500 грамм сметаны, 4 яйца, 100 грамм грецких орехов, 100 грамм изюма, 50 грамм мака, 15 грамм какао порошка, и сода с уксусом для того, чтобы добавляем в тесто для того, чтобы оно получилось более пышным, более рыхлым, таким красивым. И, естественно, ванилин. Все. Сейчас мы начинаем делать это. Берем 4 яйца. И добавляем сюда 400 грамм сахара. Все хорошенько взбиваем до того, как яйца наши приобретут белый цвет. Мы хорошо размешали. Теперь мы добавляем сюда сметану. И хорошо все перемешиваем. Теперь я сюда буду добавлять соду, гашеную уксусом. Обычно некоторые добавляют разрыхлитель, но я по старинке, поэтому я беру столовую ложечку соды пищевой и добавляю уксус. Так добавляю. И все опять буду мешать. Видите, получается пузырчатое такое тесто. Вернее, не тесто, это еще только заготовка для теста. Теперь я добавлю ванилина 2 пакетика по 2 грамма. Все это хорошо. Видите, какой у меня этот получился? Пузырчатый, такой красивый. А теперь я добавляю муку. Я всю муку сразу не буду добавлять. Я буду добавлять частями, чтобы было легче мешать. И я посмотрю на консистенцию, какая получится. Консистенция должна быть чуть-чуть гуще. Даже не скажу какая. Сейчас я вам покажу, какая должна быть консистенция. Все хорошо так мешаем, чтобы не было комочков. Всю я добавила муку. Так. Все хорошо мешаем до однородной массы. Но еще вас ждет такой небольшой сюрприз. После этого видео я решила сегодня-завтра выложить подряд 2 видео, чтобы вам было что
приготовить. Обычно голова болит, что приготовить, как приготовить. А тут вы увидите и приготовите вместе со мной. Вот что у нас получилось, вот какой консистенции тесто. Вот. Вначале я по 2 половничка в каждую чашечку налью. Вот наши 4 коржа. Теперь в один я добавляю орехи, в другой я добавляю изюм, в третий добавляю какао, а в 4-й мак. Вот они, наши 4 коржа. Видите, как красиво все это смотрится. Теперь мы аккуратно это все перемешаем. Теперь я беру свою форму для запекания, я заранее приготовила бумагу. Теперь я беру форму для запекания, вот такую. Вот. На дно я подготовила эту пекарскую бумагу, поэтому я сейчас ее вот так защемлю. А стенки я смазывать не буду, потому что они и так хорошо ототрутся. Вот. И начну я печь с пирога, с коржа, который добавила грецкие орехи. Я выливаю его сюда весь и разравниваю. Разравниваю коржи. Ну, в зависимости от того, как они поднимутся, будут толщина. Но сильно, когда толстые, они тоже невкусные, потому что они до конца не пропитываются сметаной, кремом. И потом как бы менее вкусные. Вот. Вот я залила его в форму. Теперь я ставлю его в духовку, заранее разогретую до 180 градусов на минут 20-25. Буду смотреть. Готовность буду проверять деревянной палочкой. Вот. А пока займусь кремом. Так, для крема мне понадобится 800 грамм домашней сметаны. Я вот взяла домашнюю сметанку. И буду добавлять 200 грамм сахарной пудры, чтобы сахар у нас потом не чувствовался в креме. Я посмотрю, если у меня крем будет жидкий сильно, я добавлю загуститель для сметаны. Есть такая штучка, которая помогает загустению сметанки. У меня домашняя сметана, очень такая жирная, хорошая, поэтому я буду смотреть. Если вдруг получится, что она будет очень жидкая, то я, естественно, вот я добавляю 200 грамм сахарной пудры и все это начинаю мешать.
Я думаю, что у меня будет нормальная сметанка. Но на всякий случай я приготовила загуститель для сметаны. Видите, какая домашняя сметанка у меня. Сейчас я все вот так забью. Это будет у меня крем на мой тортик. Я решила добавить сметанку, загуститель, одну пачечку. Буду хорошо размешивать. Вот, когда я ее хорошо перемешала, я ее ставлю в холодильник, чтобы она загустилась. Теперь мы приступаем к сборке. Я всегда на донышко чуть-чуть наливаю сметанки и потом кладу корж. Вот так. Вот. Там не зависит от того, какой вы корж первым положите, какой вторым. Вот. Я положила с грецким орехом первый торт. Ой, первый корж. Теперь я сверху смазываю, пропитываю его с кремом. Мы сейчас его поставим в холодильник на 4-5 часов, чтобы он хорошо пропитался. Такая вкусняшка, которая требует очень больших затрат. Это все, что стекло, это все. И я сверху буду мазать аккуратненько, раскладывать вот так по чуть-чуть. Так, это вот что у нас получилось. В разрезе я вам покажу. Это больше не новогодний торт, а торт на день рождения моего внука, который родился 31 декабря в полночь. Вот такая красота у меня получилась. Мы поздравили ребенка, убираем свечки. И я вам сейчас его покажу в разрезе. Он хорошо пропитался у нас. Сейчас я вам его покажу в разрезе. Вот такая красота у нас получилась. Mm-hmm.